डूबदे देखने पानी। Привет, друзья! Сегодня у нас 9 июля 2019 года. На связи печной мастер Александр Бушуев и Егор. Да. В общем, с Егориком мы работали в 2018 году. 2 объекта мы с ним сделали. Такое еще. На работу человек ездит на такси. Ладно, мы, значит, завтра мы выходим в командировку. В таком же режиме будем работать. 2 ночки на объекте, ночка назад домой. Чтобы желание расслаблялось. И детей, чтобы в тонусе держать, а то они потом такие наглые становятся. В общем, загрузили мы нашу тележку. В этот раз самая большая загрузка. Плюс еще в багажнике там часть вещей, еды, подставки. В общем, будем делать отопительно-варочную печку двухколпаковую с футировкой первого колпака, с футировкой топливника. И на втором этаже у нас будет транзит газов через щиток, канальный, 3 канала. Будет 3 вьюшки. Тут такая специфика объекта заключается в том, что СНТ сады вот эти, они не электрифицированы. И мы будем работать с генераторами. Заказчик сказал, что один генератор нам даст. Что-то он не сказал, кстати, где он. В общем, мы с собой привезли генератор 5,5 киловатт. Саня, Егор. С Егориком мы работали в 2018 году. 2 объекта делали. 2. И плюс чистка. Но чистку он на крышу не смог залезть. Да, сейчас немножко покажу вкратце. Вот 2-й этаж. Там нам заказчик сделал трапезную зону. Сюда, значит, мы ставим печь. Вот лестница на 2-й этаж. Сюда ставим печку. Ниши он, неправильно сделал. Стеклянная дверка с коробом. Колпак. В общем, тут так вот. Дверки подготовленные. Значит так, мы начали делать кладку. Печь у нас получается 1 метр на 112 сантиметров. Первое, что мы делаем, это кладем вниз рубероид, гидроизоляцию. Вот она. Слой 2, но тут, в принципе, высота большая. Рубимаст, неважно. Задача, чтобы у нас не было капиллярного подсоса с земли через фундамент. Потом мы ищем самую высокую точку и начинаем с нее вести кладку. То есть у нас это уже 3-й ряд. Первый ряд мы положили на осев с цементом и добавили пару ковшей глины для пластичности. Дальше 3-й ряд мы выложили и поймали геометрию, то есть построили прямой угол. За базу мы взяли фасад. Здесь у нас будет топочная дверка стоять, плита. То есть у нас это основная линия. Мы ее проложили и от нее уже построили прямые углы. Дальше произвели контроль, померили диагональ, допускается 5 мм разницы. Я сейчас померяю. 155. 150. 154. То есть получается у меня всего 1 мм разницы. Это в допуске. Так, значит, мы, получается, первый ряд, грубо говоря, положили. Сейчас я установлю под давальную дверку. Покажу, как мы настроились. Что-то я... В общем, включил генераторы, какие-то звуки пошли с прожектора, как трещат они. Скрипят как-то непонятно. Что-то страшно мне их включать, вот не знаю. Сейчас темнеть начнет уже скоро. Так, тут тоже оборудование, все установили. Камнерезный станок, монтажечка, пропеллер, Егор. Точит кирпич.
Так, здесь, значит, он шлифует его, фаски, ой, не фаски, а клин устраняет. Дальше, значит, у нас замешочная идет. Саня мешает спецраствор. Два генератора у нас. Генератор заказчика, это мы взяли. 5,5 киловатт, этот заказчик сказал 2 с чем-то. Так, кто скажет, для чего я использую этот вентилятор, в комментариях напишите. Ну и поставьте лайк, если нравится, как мы обустроились. Так, у нас тут 7 часов начинает темнеть, положили третий ряд, что-то долго идет. Подготовка у нас очень много времени заняла. Немножко расскажу. А, кстати, Сань, туда тоже на кирпич положить? Да. Ну туда-то. Потому что его не перевязали. Ну ладно, не перевязали, ничего страшного. В общем, у нас получается, здесь будет колосник лежать, здесь дрова. То есть у нас загрузка будет вот такая дров. Топливник у нас 50 глубиной. Ну, допустим, это будет 50 у нас ширина у него, а длина будет у нас 1, 2, 3, 75. Ну, плюс это минус футировка еще съест. Так, это у нас колпак. Колпак сейчас будем футировать. Щиток у нас будет 50 сантиметров, 50 на 87. Почтенную дверку я поставил. Итак, значит, уплотняем дверки калиночкой. Что нету подсветки, да? Вот. Зазоры 5 миллиметров. И тоже делаем зазоры. Итак, время у нас без 15,9. Положили мы 1, 2, 3, 4 ряд чистовой, ну, 3 под полом. Итого 7 ряд. Значит, сделал я подачу воздуха для обдува стекла. Ну, многие, там, не многие, точнее, есть такие люди, которые считают, что это лишнее, что она не работает. Я считаю, что она работает, мне нравится. У меня печка сложена так, я смотрю, у меня стекло вообще не коптится. То есть пока была старая печка, пока сохла, после ремонта стекло было закопчено. Сейчас оно не коптится. Я купил средство за 200 рублей. Средство идеально, прям вообще отмывает. Но и тем не менее я им не пользуюсь. Так, перекрыли мы дверки. Везде положили калиночку нашу любимую. Так, у нас время 10:30. Сегодня первый раз закончили так рано. Сели играть в покер. Поскольку нет у нас электроэнергии, Саня что-то взял карты. А я заехал в сад и думаю, а что нам карты? Возьмем-ка покер. И, короче, мы взяли покер. Сейчас я пацанов учу. Ну, Егорик-то умеет. Да, Егорик? Угу. Вчера забыла сняться, точнее. Ничего не видно было. Сделали 5-й ряд. Положили огнеупорный кирпич. Не забываем прокладывать базальтовый картон. Там тоже у нас сделано. Вот так, положили, значит, 6-й ряд. 6-й ряд положен. Оставили место под дверку. И, значит, я уже начал футировать колпак. Егорик все расшил, почистил. Значит, еще положили очередной рядок. Немножко покажу, как колпак футирую. То есть я здесь перекрыл. У меня получилась это вот эта вот высота 18 сантиметров. Я сделал. Здесь немножко заужение, но в принципе это не страшно. Потому что дальше будет еще один колпак колосника. Немножко подрезали эти штуки. Зазорчики делаем везде. Потом почистить нужно будет подачу воздуха для обдува стекла. Так, закончили мы какой-то там 6, 7, 8, 9, 10-й, что ли, ряд получается. Еще немножко футируем колпак. И будем готовиться к закрытию его. Подъемный канал. Колпак. Подъемный канал. Колпак. Значит, сделали ковалиночкой для уплотнения дверки. Дверка-то у нас где? Дверка у нас вон. Сейчас немножко подожмем лопушки и будем опускать потихоньку. Итак, ставим клин. Ничего сложного, здесь у нас вата. Снимаем фасули. Эти места промываем хорошенько.
Мажем все 4 стороны.